Приветствую, дорогие друзья, в это нелегкое время. Как известно, сейчас в России у нас проходит неделя карантина. Многим работать просто-напросто запрещено, большие штрафы, но работать все-таки по удаленке можно. Но это не точно. И как раз нам подписчик прислал посылочку на выемку данных. Здесь находится у нас телефончик Samsung S6 Edge. Попросил достать с него информацию, потому что по месту у него никто не может с этим справиться. Собственно, телефон ведет себя хаотично, может включиться, может не включиться, либо зависнуть на логотипе, либо загрузиться и сразу зависнуть. В общем, ребят, с этим мы сегодня будем разбираться. Есть один способ без распайки достать с него информацию. Многие, конечно же, об этом, ребят, знают. Здесь я ничего нового не придумываю, но все-таки тех, кто не знает, будет, наверное, им интересно посмотреть. Поэтому сейчас переходим за распаковку самой посылки, посмотрим, в каком состоянии все это, ребят, доехало, ну и посмотрим, конечно же, на симптомы. Давайте, ребят, попробуем все-таки включить телефон. Вдруг нам повезет. Ну, вроде сейчас должен стартануть. И телефончик наш стартанул. Вроде все стартануло, ребят. Может быть, сейчас удастся нам достать с него информацию. Сейчас попробую подсоединить. Оп. А телефончик у нас завис. Как видим, реакции абсолютно никакой нету. Вообще никакой реакции нет. Сейчас попробую подсоединить к компьютеру. Экранчик потух. Есть звук определения, ребят, но экран не загорелся. Телефон ушел в ступор. Скорее всего, здесь проблема у нас, ребят, с отвалом, либо проца, либо оперативной памяти. Судя по телефону, его не раз роняли, поэтому, возможно, здесь все. Видится сейчас у нас чисто проц, хотя видеться он не должен. Возможно, все-таки проблемы с отвалом памяти. Ну что, ребят, пока неизвестно, как будем действовать с данным телефоном, чтобы достать информацию. В любом случае нам необходимо будет разобрать сам телефон. Для начала мы попробуем прогреть процессор. Возможно, контакт восстановится и нам этого хватит, чтобы достать информацию. А возможно, как в предыдущем видео в отчете для подписчика, мы доставали информацию с такого же телефона, там пришлось нам спаивать память UFS. Чтобы достать информацию с помощью нашей Medusa Pro, здесь, возможно, обойдется все без этого. Хватит и прогрева. Поэтому сейчас переходим за разборку. Попробуем все-таки прогреть и посмотрим, что получится.
На материнской плате находится процессор вот в этом месте, его мы будем греть точечно с помощью нашей термовоздушной паяльной станции. Температура выставлена 300 градусов, этого будет достаточно, и греть будем не более 10-15 секунд. Вот и все, этого достаточно, устанавливаем нашу плату обратно в телефон. Подсоединяемся также к лабораторному блоку питания. И попробуем стартануть телефон. Есть включение. И как видим, ребят, телефончик вроде бы сейчас работает. На телефоне явная проблема с отвалом. В таком состоянии сейчас можем попробовать слить с него информацию. Переходим сейчас за компьютер, попробуем. Подсоединяем телефон к компьютеру. Как видим, память наша увиделась. Создадим на рабочем столе папку данные и сюда будем с вами скидывать всю необходимую информацию. Ну что, ребят, процесс копирования начался, займет это, конечно же, немало времени, все это не имеет смысла показывать на видео, все элементарно просто, сохраним фото, видео, выгрузим контакты, в общем, все остальное. Также на всякий случай создам резервную копию с помощью заводской утилиты Smart Switch. Ну что, ребят, мне теперь осталось все это попробовать сделать, ну а вам, естественно, подождать несколько секунд и увидеть результат. Вот и все, друзья, всю необходимую информацию для клиента мы скинули. Это фото, видео, также контакты. На всякий случай, как я и говорил, мы создали резервную копию всего телефона. Если клиенту что-то понадобится еще, скинули экзешник программы Smart Switch, с помощью которой можно будет это все дело восстановить. И, в принципе, запаковали в архив. И теперь осталось загрузить это все дело на файлообменник и передать клиенту ссылку для скачивания. Вот и все, друзья, видео подошло к концу. С поставленной задачей мы справились на 100%. Удалось нам достать всю необходимую информацию с этого телефона. Вот таким вот, ребят, простым способом. Если у вас такой же телефон с похожими симптомами, то можете попытаться проделать всю ту же самую процедуру и, возможно, вам повезет. Если не повезет, есть еще один способ. У нас есть видео на канале уже по основным данных с такого же телефона, только там телефон был в более плачевном состоянии. Кто не видел, ребят, может это видео посмотреть. Но я с вами, ребят, прощаюсь и до новых встреч.